Все религии и очень много метафизических школ говорят нам, для того, чтобы вы нормально жили, для того, чтобы у вас все было, для того, чтобы вы получали то, что вы хотите, вы должны быть благодарны. И люди воспринимают это как должное. А зачем? Для чего быть благодарным? Кому это нужно? Хотите рассмотреть этот вопрос именно с точки зрения науки, с точки зрения работы, принципов работы нервной системы, а не просто потому, что так сказал какой-то гуру, так сказал какой-то бог. Это канал «Аппаратная психотерапия», я ее автор и ведущий, врач Родион Кузнецов. Так для чего нужна благодарность? Что это вообще такое? Почему благодарность выделяется в отдельную какую-то группу? Не знаю, чувств, эмоций, ощущений. Я даже не знаю, куда ее отнести. Все достаточно просто. Дело в том, что мы работаем, мы размышляем, мы помним, мы учим с помощью нервной системы. Весь наш опыт, все наши знания – это результат формирования связей между нервами. Таких огромных рефлекторных комплексов. И эти рефлекторные комплексы – это то, что делает наши рефлексы, то, что делает наши движения заученными, а в принципе то, что делает возможным пользоваться нам нашими знаниями, нашим опытом. Но по нервам течет только электрический ток. Никаких других течений там не существует. И значит, должна быть какая-то граница, какой-то оптимум количества импульсов, поступающих в мозг. И чем ближе к верхней границе, тем более энергичными мы будем себя чувствовать, более работоспособными, более спокойными в то же время, наверное, уверенными в себе. Почему? Да потому что наша нервная система работает без напряжения, она получает столько, сколько хочет. А теперь зададим себе вопрос, а что такое эмоции? Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Больше никаких функций эмоции не несут. И если мы говорим о благодарности, пусть не мы, а те религии и метафизические школы, которые об этом говорят и которым мы верим, то все они говорят, что благодарность должна быть искренней, а значит с положительными эмоциями. Положительными. То есть вы должны испытывать облегчение, вы должны испытывать позитивные эмоции. А чем эмоции отличаются? Почему они делятся на позитивные и негативные? Опять же, вернемся к схеме строения нервной системы. Мозгу нужно электричество. Ему абсолютно все равно, откуда это электричество будет взято. Электричество способна генерировать в организме только одна структура. Это рецепторы. Рецепторы бывают внешние и внутренние. Если внешние рецепторы, они берут энергию и превращают ее в электрический сигнал, эту энергию они берут из внешнего мира. Ту энергию, которая в принципе не имеет никаких пределов, никаких границ, которая огромна, колоссальна. Это энергия Солнца, энергия Земли, энергия приливов, Луны, да чего угодно. То внутренние рецепторы, они более ограничены своей энергией. Они могут вырабатывать повышенное количество только в одном случае, если мы испытываем боль. Если это не настолько сильно, как резкая выраженная боль шоковая, то это будет дискомфорт. Каждый раз, когда мы пользуемся нашим знанием, нашим опытом, то мы будем испытывать либо позитивные эмоции, в том случае, если энергия образовалась внешними рецепторами, экстрарецепторами, либо негативными эмоциями, когда энергия образовалась за счет работы внутренних рецепторов. То есть негативные эмоции – это всегда примесь боли. Это всегда причина срабатывания этого опыта – это боль. И когда нам говорят «прощайте», испытывайте благодарность, ощущайте благодарность, благодарите, это значит, что вы должны переключиться с негативной эмоции на позитивную. Вот и все. Но, к сожалению, вот так взять и сказать «я прощаю», это не поможет. То есть вы должны действительно переключиться, вы должны перестать испытывать негатив. Но все существующие на сегодняшний день способы, они не работают. Они не сработают. Вот так щелк, и все хорошо. То есть как на прощенное воскресенье. Ой, прости меня, Бог простит. И что, легче стало?
Да нет, конечно. Да, ритуал соблюден, все перецеловались, а негатив не ушел. А для чего нужно, чтобы этот негатив у вас уходил? Да потому что, когда присутствует негатив, присутствует боль, болезнь. И значит, если вы накапливаете в себе негатив, значит, вы накапливаете в себе болезни. Если вы уходите от негатива, вы становитесь здоровее, вы становитесь счастливее. Вот и все. А как это действительно? Можно ли это сделать? Я уже сказал, что все существующие способы, они не дают такой возможности. Я предлагаю вам использовать метод аппаратной психотерапии. Этот метод очень интересен тем, что он абсолютно не похож на все остальные. Он проводится так, чтобы вам не нужно было ничего делать. То есть во время сеанса вы делаете то, что мы любим больше всего. Жаловаться на свою жизнь, жаловаться на обстоятельства, жаловаться на окружающих. Во время сеанса вы именно говорите о том, что вам не нравится в вашей жизни, в вашем окружении, в вас самих. И когда вы это говорите, вы испытываете негатив, вы испытываете физический, в первую очередь физический дискомфорт. Аппаратная психотерапия именно этот физический дискомфорт и снимает. Задача аппаратной психотерапии вообще исходно она создавалась для того, чтобы восстановить проводимость, нормальную проводимость нервных путей. Все, больше она ни для чего не нужна. Но восстанавливая проводимость, она убирает у вас боль, и она восстанавливает ваши эмоции. Ну вот так получается. Вы рассказываете о том, что вам плохо. Вам становится действительно плохо. В это время вы слушаете в наушниках такое гудение. Уже к концу первого сеанса большинство людей заметит, что я говорю об этом, а мне уже не так плохо, мне уже легче. Через пару сеансов большинство скажет, что да мне вообще эта тема безразлична. Да, он сволочь, там вокруг меня окружают только бараны, а мне-то все равно. С точки зрения классической психотерапии вы справились с этой проблемой. Вас теперь не беспокоит. Вам теперь безразлично то, что вас раздражало, то, что вас вводило в депрессию или наоборот в ярость. Сейчас вам это безразлично. Вы это победили. Но только с точки зрения классической психотерапии. Аппаратная психотерапия способна дать вам больше. Если вы продолжите сеансы, то еще через пару сеансов вы заметите, что та же самая тема, те же самые слова стали вызывать у вас улыбку. А если вы на этом не закончите и еще несколько сеансов проведете, то произойдет чудо. Вот другими словами это описать нельзя. Я называю это состояние инсайта, озарения, просветления. То есть в течение нескольких секунд ваше настроение вдруг мгновенно станет великолепным. И теперь каждый раз, когда вы будете произносить фразу, та, которая вас раздражала, ту, с которой вы начали, с которой вы жаловались на свою жизнь, вы будете приходить в хорошее настроение. И вот теперь вы вот этой ситуации будете по-настоящему благодарны. Какая бы ситуация вас не задевала. Если вы начали работать, например, с фразой «меня там, бросил молодой человек», все, жизнь кончена, мне все плохо. Несколько сеансов меня бросил молодой человек. Вау! Так жизнь только начинается. Теперь у меня гораздо больше возможностей. У меня рядом еще 4 миллиарда таких. То есть ваше мировоззрение вот так вот изменится. Вы, во-первых, вы успокоитесь. Во-вторых, вы приобретете уверенность в себе. При этом вы ничего не делаете. Вы просто сидите и рассказываете, как вам плохо. То, что я сказал, вам кажется, что это похоже на какую-то сказку, рекламный трюк. Я с вами соглашусь. Это действительно похоже на сказку. Но это не рекламный трюк. Рекламный трюк в другом. В течение 5 суток аппаратная психотерапия предоставляется бесплатно. Для того, чтобы вы сами на себе могли попробовать провести и проверить. А как оно работает? А действительно ли вот то, что сейчас доктор наговорил, это действительно так? Вы сами проверите. И после 5 дней вы решите, а хотите ли вы убирать другие страхи, фобии, неуверенность в жизни. Хотите ли вы менять свою жизнь к лучшему? Потому что вы теперь знаете, как это работает.
что это возможно и это легко сделать. Да, после 5 дней вам будет на выбор даны несколько платных тарифов. Но там тоже суть аппаратной психотерапии стоит от 40 до 100 рублей в зависимости от тарифа. Один сеанс у психотерапевта классического стоит в 3-4 раза больше. Ну так что выбор за вами. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от своих негативных эмоций. Будьте благодарны своей жизни, и это будет очень легко. Вы будете благодарны просто потому, что вы от этого будете испытывать огромнейшее удовольствие. Узнавайте, как вы можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Будьте здоровы, будьте счастливы, принимайте эту жизнь с благодарностью, потому что от этого выиграет только ваше душевное и физическое здоровье.